Как работают криптокошельки, как выбрать лучший и настроить его. Итак, вы купили криптовалюту. Теперь у вас есть цифровые монеты, и вы хотите защитить их, положить на свой кошелек. Так сумеете контролировать их, держать в безопасности. Или вы можете использовать их в децентрализованных финансах и так далее. Но вы не знаете, с чего начать. Существует так много кошельков. Вы слышали о холодных кошельках, горячих кошельках, браузерных кошельках, таких кошельках, сяких кошельках, так много кошельков. А какой нужен конкретно вам в вашем случае? Именно об этом и поговорим прямо сейчас. Начинаем. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, как работают криптокошельки, как выбрать лучший и настроить его. Подпишитесь на наш канал. Мы регулярно публикуем экспертные видео. Не пропускайте их. Привет, с возвращением! Меня зовут Пол. Добро пожаловать на канал Crypto Factor, где мы говорим о криптовалютах и криптопредпринимательстве. Сегодня мы поговорим о криптовалютных кошельках. Итак, вы слышали о криптовалютах, криптовалютных кошельках и хотите завести себе такой, чтобы перевести на него свои цифровые монеты. А может, вы купили криптовалюту на бирже, как мы показывали в предыдущем ролике. Оставлю ссылку вот здесь. И вы хотите перевести деньги на свой кошелек, чтобы защитить или использовать их как угодно. Это ваше право. И вы хотите положить деньги на свой кошелек. Но существует множество кошельков, поэтому мы поговорим о том, что делают разные кошельки. Звучит странно. По сути, мы поговорим про разные типы кошельков. Итак, начнем. Вообще, есть два типа кошельков. Горячие подключены к интернету, холодные кошельки не подключены к сети. Ну, вроде того. Далее объясню. Есть разные виды кошельков, относящиеся к этим двум категориям. Есть десктопные, устанавливаются на ПК или смартфон. Некоторые из них гибридные, например, Exodus. Один из моих любимых кошельков. Устанавливается на компьютер, но можно использовать и мобильное приложение. Есть мобильные кошельки, например, Trust Wallet или CoinOmi. Есть и веб-кошельки, которые устанавливаются в браузере. У них также есть приложение, например, MetaMask, о котором мы поговорим. У Coinbase есть веб-кошелек и так далее. Также есть холодные кошельки, например, Trezor, ставший отраслевым стандартом. Я думаю, он занял место Ledger. Trezor – отличный холодный кошелек. Это устройство, которое нужно вам для взаимодействия с кошельком, если понимаете, о чем я. Или, например, Ledger Nano X. Это еще один доступный холодный кошелек. Он похож на USB-накопитель. У него есть маленький экран, как у Trezor, и вы можете применять его для взаимодействия с кошельком. Или у вас может быть что-то вроде Ellipal. Он чуть более продвинутый и похож на смартфон. Вот. Он не подключен к интернету, безопасен. Это очень хороший кошелек. Вы можете использовать большой экран. На нем видны все ваши криптовалюты и так далее. В общем, у вас может быть Ellipal. Или у вас может быть бумажный кошелек. Что такое бумажный кошелек? Вы просто записываете свой код, сид-фразу и все такое на бумаге. Это никак не взаимодействует с интернетом. И это круто. Вы можете сделать это с чем-то подобным. Это CryptoTag. Они прислали его в подарок. Кстати, это не реклама. Они действительно прислали его. Не буду зачитывать, но это круто. Они прислали это в подарок за участие в криптомероприятии. Позвольте показать вам. Это действительно классный подарок. И это будет действительно классным подарком кому-нибудь еще. Здесь вы можете записать кодовую фразу. Есть руководство по настройке. И вы получаете вот эту коробку. По сути, это ваш кошелек. Металлический, ударопрочный, огнеупорный. И вы гравируете все здесь с помощью устройства, идущего в комплекте. Это действительно круто. Вы также получаете разные подарки. Например, мне прислали, я не уверен, что вам отправят то же самое, но мне прислали очень крутую бутылку и кожаный чехол для нее. Это потрясающе. Я доволен CryptoTag. Я оставлю ссылки в описании внизу. Оставлю ссылки на все кошельки. Это партнерские ссылки, так что если вы хотите мне помочь, используйте ссылки. По сути, это холодные кошельки. Итак, есть Ledger, Trezor, бумажные кошельки. А еще есть Tangem. Они крутые, потому что это своего рода гибрид. Давайте покажу. Вот. Это кошелек. Это кошелек Tangem. Это холодный кошелек, но вы управляете им с помощью смартфона. Есть приложение Tangem, в котором хранятся все криптовалюты. Но для проведения транзакций недостаточно просто ввести пароль. Нужно отсканировать кошелек. Необходимо, чтобы телефон был рядом.
Здесь есть чип, и только так можно совершить транзакцию. Это гибридный холодный кошелек, что, кстати, довольно круто. Он называется Tangem. Ссылка на него также есть в описании. И, конечно, вы можете сделать собственную сборку. Например, кошелек Exodus работает с Trezor, но его можно установить и на телефон. Тут у меня еще один телефон. Так, у меня старый iPhone 13 mini, и у меня есть Exodus. Не онлайн, просто я использую свой старый телефон как кошелек. Вот поэтому я не выбрасываю старые айфоны. Раз уже открыл, давайте покажу. У меня полно айфонов, поскольку у меня полно кошельков, и это очень удобно. Хорошо, есть несколько кошельков. Если один из них взломают, то вы, не потеряете все. Вы не останетесь совсем без денег. У вас есть резервные копии, и вы можете использовать их в зависимости от того, что планируете делать с кошельком. Например, вы хотите работать с DeFi, совершать обмены и так далее. Вам нужен онлайн-кошелек. Вы будете использовать MetaMask, Phantom или Kepler, в зависимости от того, какую сеть используете. MetaMask работает с разными сетями, поэтому ее можно использовать в разных чейнах. Все зависит от того, что вы делаете, понятно? Возможно, нет. Но если вы хотите разобраться с DeFi и узнать, как настроить кошелек MetaMask, то я оставлю в конце ссылку на ролик. В нем объясняется, как настроить кошелек MetaMask. Все кошельки настраиваются примерно одинаково. И это очень просто. Вам просто нужно следовать инструкциям. Все делается шаг за шагом. Вы записываете свою сид-фразу, то есть закрытый ключ, который никому не показываете. И даже на камеру не показывайте, а то я видел нескольких идиотов, делавших так. А чтобы получать деньги, вы делитесь публичной фразой. Итак, у вас есть холодные и горячие кошельки. Вам нужно решить, какие будете использовать в различных ситуациях. У меня есть все эти кошельки, и я ими пользуюсь по-разному. На мой взгляд, самые удобные — Exodus и Tangem. Это отличные кошельки для новичков. Ими очень легко пользоваться, и они подходят для большинства ситуаций. Если вы хотите работать с DeFi, децентрализованными финансами, то вам нужен MetaMask. Так что начните с этих 3 кошельков. Если вы хотите узнать, как настроить MetaMask, использовать его в децентрализованных финансах и совершать обмены, то обязательно посмотрите вот это видео. В нем приведены все этапы настройки MetaMask. Даже рассказано, как совершить обмен и использовать кошелек. Посмотрите этот ролик. Не забудьте подписаться ниже. Увидимся в том ролике. Увидимся! Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.